Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам показать вязаный кардиган в нежно-розовой гамме, который я вязала сама. И мне он представляется как идеальное сочетание комфорта, стиля и качества. Использование крупной вязки из пряжи с высококачественным хлопком делает его мягким, приятным на ощупь, что обеспечивает максимальный комфорт при носке. Модель кардигана отличается использованием легкого ажурно-рельефного узора, который придает ему особый шарм и изящество. Благодаря этому этот кардиган прекрасно сочетается с различными элементами гардероба, добавляя нотку изысканности любому образу. Стоит также отметить, что такая модель идеально подойдет для начинающих мастериц, поскольку она достаточно проста в исполнении и не требует особых навыков вязания. Это делает ее доступной для всех, кто хочет научиться вязать и создавать свои собственные уникальные изделия. Что касается стиля, этот кардиган выполнен в свободном стиле, имеет простой крой. Спущенное плечо придает модели особый шарм, делая ее актуальной и модной. Простой крой позволяет комбинировать кардиган с различными предметами одежды, создавая стильные современные образы. Поэтому обратите на это внимание. Подойдет на разные размеры и разные, в общем-то, предпочтения в стиле. С точки зрения моды и современных трендов, эта модель вязаного кардигана отлично вписывается в тенденции сезона, благодаря, опять-таки, своему свободному стилю и актуальной цветовой гамме. Нежный розовый оттенок придает кардигану женственности, изысканности, делая его универсальным и подходящим для любого случая, поскольку цвет является, как вы видите, довольно нейтральным. Давайте теперь более конструктивно поговорим. В сегодняшнем видео будет полноценный видеопроект с расчетами, и я покажу вам схему узора, мы свяжем с вами этот узор, мы сделаем с вами расчеты, я покажу вам выкройку и расскажу все нюансы вязания этой модели. Так что, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной на канале и смотрим. Итак, смотрим сейчас с вами выкройку, и более детально я рассказываю про схему и показываю, как вязать узор. В самом конце видео мы с вами будем, я расскажу вам, как я считала петли. Описание вязания данной модели будет опубликовано под видео, как всегда, в виде текста. Поэтому вам будет очень удобно вязать и пользоваться моим описанием. Сразу хочу сказать, что эта модель связана на мой размер 50-52, но вы видите, что модель демонстрирует девушка 44 размера российского, поэтому она вполне, в общем-то, если вы хотите свободный крой использовать, очень свободный, то вполне можете воспользоваться моими мерками. Можно слегка убавить, конечно, но мне кажется, ширина 57,5 сантиметров, я видела очень часто такие модели, вполне подходит и для 46-44 размеров российские. Так что вот такой универсальный получился вариант. Выкройка модели выглядит вот таким образом. Я использовала совсем простой конструктивный такой, в общем, вариант. Как вы видите, у меня даже спущенного плеча нет. Здесь я вообще все по прямой вязала. И, значит, что размеров нет. Все размеры будут у нас в расчетной части в конце видео. Смотрите. Так, и вы видите, все детали связаны раздельно, то есть спинка, 2 полочки, 2 рукава, все раздельно, все сшивается. Теперь я показываю вам схему узора. 15 петель раппорт у нас составляет и 8 рядов высота раппорта. Про условное обозначение. Вертикальная черта – это лицевая петля, круг, накид. Равнобедренный треугольник – это 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Горизонтальная черта – это изнаночная петля.
Вот такой треугольник – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Этот треугольник зеркально-симметричный, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот этот знак обозначает перекрещивание 4 петель налево. Как это сделать, мы сегодня этот узор с вами будем вязать, и я думаю, что у вас не будет никаких особых проблем. Теперь, что касается описания вязания. Вот такое описание в виде текста я выложу под видео, поэтому я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы. Здесь все очень подробно я расписала, но в расчетной части обязательно смотрите расчетную часть. Там я рассказываю, как мы распределяем петли по видеопроекту, откуда они вообще берутся, как я их считала. Расход пряжи у меня 550 грамм, и я использую пряжу Газал XL Baby Cotton. Расход идет, значит, 50 грамм, 105 метров. Спицы номер 4. Имейте это в виду. Так, ну а сейчас мы приступаем к вязанию узора. Для вязания узора набрала я 17 петель. Раппорт составляет у нас 15 петель. И мы будем сейчас с вами вязать эти 15 петель, 2 кромочные, 8 рядов. И первый ряд вяжем, девочки, следующим образом. Кромочную снимаем, вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше делаем накид, вяжем 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельку меняю местами, так чтобы у меня вторая петля оказалась поверх первой. То есть, смотрите, у меня первая петля на спице, а вторую я поверх нее накидываю. Поменяли местами, 3 вместе, 1 лицевой провязали. Вот. Дальше вяжем накид и снова 3 лицевые. Изнаночная. И дальше у нас 4 петли будут перекрещиваться налево. 4 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 петли у меня перед работой. Вот таким образом я их кончиком левой спицы поддеваю. Высвобождаю то, что у меня сзади. Вот так вытаскиваю правую спицу. И аккуратно этой же правой спицей я беру эти петли, возвращаю на левую спицу. И вяжу 4 лицевые. Так, вот здесь соскочил. Вяжу 4 лицевые. Следите, ниточка такая многослойная. Дальше вяжем изнаночную, кромочную тоже вяжем изнаночной. Связали. Переворачиваем все четные ряды, вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Давайте я провяжу, поскольку здесь маленький образец. Вяжем первая петля лицевая, 4 изнаночные, лицевая и 9 изнаночных. Переворачиваем, и у нас с вами идет третий ряд нашего узора. Начинаем. Кромочную сняли, первая петля лицевая, дальше 2 петли перекрещиваем, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Ну, я вяжу бабушкины петли, поэтому я это делаю следующим образом. Также я меняю петельки местами. У меня вторая поверх первой. Накидываем, вяжем 2 вместе лицевой, делаем накид, 3 лицевые. Снова делаем накид и 2 вместе лицевой, теперь с наклоном влево вяжем. Лицевая, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная,
И кромочная тоже изнаночная. Связали. Показывать 4-й ряд я не буду. Это все то же самое, что и 2-й мы сейчас вязали. Вяжем с вами 5-й ряд узора. Значит, кромочную снимаем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Делаем накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова делаем накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Изнаночная. 4 лицевые. И изнаночная. Связали раппорт. Кромочная тоже изнаночная. Перевернули. И 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й с вами ряд, девочки. Кромочную сняли. Вяжем 2 лицевые. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами. И вяжу 2 вместе одной лицевой. Делаю накид. 2 лицевые. Изнаночная. 4 лицевые. Изнаночная. Кромочная, изнаночная. Все. 8-й ряд у нас с вами вяжется так же, как и 2-й, 4-й и 6-й. То есть, как смотрят петли. На этом раппорт заканчивается. И повтор идет с 1-го ряда узора. Вот такой вот очень простой, несложный узор, но очень эффектно смотрится. Особенно в этой крупной пряже. Клубочек крупной пряжи, шикарненьким образом он ложится. И, в общем-то, мне нравится его незначительный такой приглушенный блеск. И, в общем-то, приятно работать с этой пряжей. Единственное, только она многослойная, ну, то есть в том плане, что их много ниточек, да, и, в общем-то, видите, за этим надо следить, чтобы ниточки не расщеплялись. Итак, девочки, смотрите, значит, у нас с вами вот по этой выкройке я вязала, делала расчеты по вот такая конструкция, очень простая. Все детали вяжутся раздельно и потом сшиваются. И давайте сразу начнем с основных мерок. У меня размер 52, поэтому у меня ширина 57,5 сантиметров была спинки переда. И длину я сделала кардигана 75 сантиметров, общая длина получается. Так, и сразу же хочу сказать, что такая ширина, если вы хотите в стиле оверсайз вязать, вполне подходит и под меньшие размеры. Вот, поэтому вы можете смело брать, если хотите свободный кардиган свободного кроя, берите. В принципе, эти мерки подходят, и вообще вот это все описание будет подходить и под 46-48 размер вполне. Вот, значит, раппорт узора у нас составляет, которым будем вязать, все детали связаны этим узором, 15 петель и 8 рядов. Так. И сразу начинаю рассказывать про плотность. Образец, который я вам сегодня показывала, как вязать, вам надо связать хотя бы в высоту еще раппортик и в ширину еще раппортик. То есть это я показала вам чисто как вязать, но для того, чтобы посчитать вам плотность, если вы будете вязать из другой пряжи. Это я вот к этому говорю. А так можете моими расчетами воспользоваться. Я не думаю, что у нас будет большие отличия. Спица 4. Так что я думаю, что все у вас получится так же, как и у меня, в принципе. Так, и смотрите, в 1 сантиметре по горизонтали у меня получилось 1,7 петель, по вертикали в 1 сантиметре получилось ровно 2 ряда. Вот такая плотность получилась по моему образцу. И, соответственно, эти 2 основополагающие цифры легли у меня во все расчеты. Итак, 57,5 сантиметров я умножаю на 1,7 петель.
И получаю, сколько петель мне надо набрать. На 1,7 умножаю, получилось 98 петель у меня ширина нашей спинки. И петельки я распределяю следующим образом. Сразу пишу 98 петель и распределение узоров идет. Начинаю все с кромочной, 1 изнаночная, 4 лицевые, это с вами у нас жгут, который мы вот этот вязали, 4 петли он занимает, 1 5 изнаночная и дальше 6 раппортов подряд по 15 петель по этой схеме. Вот как они прям идут с самого начала, 15 петель друг за другом располагаем, 6 раз подряд вяжем. Все замыкаем, все одной кромочной. В сумме это получилось вместе с кромочными 98 петель для спинки. Вот такой расклад узоров по спинке. Так, ну, все это описание, в принципе, будет изложено в виде текста под видео, поэтому я сейчас заостряю моменты, как вам выйти из ситуации, если у вас другая пряжа, например, вы хотите, да, то есть, как я считаю петли. Это, в принципе, обучающий видеоматериал, как считать петли, как использовать ряды в вязании. Обязательно используйте ряды, то есть обязательно считайте эту вертикальную плотность, иначе после стирки ваше изделие сильно вытянется. Она всегда вытягивается в любом случае. Так, дальше, смотрите. Значит, на вырез горловины я взяла ширину 22 сантиметра, и это 38 петель. Также считала 22 сантиметра. 22 сантиметра я умножала на нашу плотность по горизонтали 1,7. Получилось 38 петель. Так, и все, что осталось, это петли плеч. Получилось 30 петель. Правое плечо и левое плечо. Теперь, что касается планки. Планочка платочной вязкой связана на высоту 3 сантиметра. И дальше переходим на вязание узора. Для планки я набирала 90 петель. В последнем изнаночном ряду планки я прибавила равномерно, еще добавила 8 петель. И дальше уже вязала, распределяя, как я вам показывала, узоры по спинке. Вязала, вязала, вязала. И для того, чтобы закрыть затем петли по вырезу спинки, высота у нас получилась выреза по спинке, глубина, то есть 2 сантиметра. Получается, закрываем вначале 28 петель средних. И затем в каждом втором ряду, значит, первый раз закрыла 3 петли, и в следующем втором ряду 2 петли. И дальше все петли, 30 петель плеча одним, значит, рядом закрыла. Все. Связали спинку, перешли на полочки. Полочка у нас с вами, планку я не стала делать цельновязную, она привязывается после сборки уже. И в общем-то, здесь у меня распределение узоров, набор также идет, значит, 42 петли я набирала на полочку. Правую полочку давайте разберем. 48 петель всего получился узор, но для планки 42 петли набирается. В последнем изнаночном ряду планки добавляются равномерно 6 петель, как по спинке мы делали, и дальше распределяем узоры. Смотрите, для правой полочки у меня идет кромочная, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная. Дальше идут полноценные 2 раппорта по 15 петель. И заканчивается у меня все 10 петлями нашего раппорта. Первыми 10 петлями. То есть вот до вот этой черты. Вот эти 10 петель у меня заканчивается правая полочка. Ну еще кромочная. Имейте это в виду. В сумме это 48 петель. Сейчас я наглядно вам покажу на полотне, как это выглядит. Итак, наглядно показываю правую полочку. Смотрите, значит, вот эти 4
петли. Начинаем мы ее, конечно же, с одной изнаночной. И дальше идут 4 лицевые жгута. И дальше 1 изнаночная. И уже потом идут наши раппорты. 1 раппорт, 2 раппорт, да. И, в общем-то, вот эти 10 петель, 3 раппорта не получилось. 10 петель у нас идет с вами только ажурная часть узора. Все. Вот такая полочка получается, видите. Вот так распределяются узоры по правой полочке. Левая полочка у нас зеркально-симметричная. Смотрите, левая. И здесь набор идет кромочная, изнаночная, 3 раппорта подряд и кромочная. То есть показываю сейчас наглядно, что это такое. На левой полочке, смотрите. Левая полочка, распределение узоров. Ну, то есть это наоборот вот так зеркалится, да. Для вас это как будет выглядеть? Смотрите, вы вяжете 1 изнаночную для симметрии, добавляете сюда. И дальше у вас идут по схеме 3 раппорта подряд. 1 раппорт, 2 раппорт, 3 раппорт. Все. И кромочная, соответственно. Это левая полочка для вас. Вот вы ее так вяжете. Так, теперь что касается убавок по линии, вот здесь по вырезу горловины. Нам надо с вами убавить равномерно 19 петель, то есть 38, да, делим на 2, сколько у нас всего вырез горловины, на каждую сторону приходится по 19 петель. Надо их равномерно убавлять. Для этого я высоту выреза, это 24 сантиметра. В моем случае он у меня совпадает с проймой, высотой проймы. Высота выреза горловины, видите, на одном уровне находится. То есть это 48 рядов я посчитала. 24 сантиметра умножаем устно на 2 ряда, это вертикальной плотности, получаем 48 рядов. Нас должно занять вот это полотно. То есть я 48 должна разделить на 19 петель, чтобы узнать, как равномерно мне делать убавки. 48 рядов делим на 19 петель, получается в каждом втором чередуем третьем ряду. Но, честно сказать, я убавляла в каждом втором ряду, девочки, и затем просто по прямой связала до конца. До конца, до той же самой высоты, собственно, что и у меня вязалась спинка. Всего получалось там 146 рядов, вяжется узором. Так, и смотрите, убавки-то я делала тоже интересным образом. То есть вот эту косу нашу, этот жгут на 4 петлях, я его не трогала. Он у меня вот так красиво, видите, обрамляет. Планочка, сочетание красивое. А узоры я делала, убавки по узору делала уже после вот этих вот 4 петель косы. Понимаете? То есть убавки у меня вот начинались, и я по узору их делала, по узору. Косу нашу, наш жгут не трогала совершенно. Видите? Красиво получилось. Обрамление справа и слева мне нравится, что вот оно так в косе смотрится красиво. Видите, да? Красиво смотрится. Я уже это показывала укрупненно. И, в общем, потом привязывалась эта планка. Планочка, если кому интересно, сколько она у меня в ширину, 1, 2, 3, 4, 5 рубчиков занимает. И затем идут закрытие петель. Свободно очень закрывайте. Это очень важно. Так, вот эту пуговицу я потом пожалела, что я ее все-таки приделала. Наверное, она не нужна. Не нужна совершенно. И так все хорошо смотрится. Без этой пуговицы свободный такой крой у нас получился. И, в общем-то, это, по-моему, лишнее. Так, теперь по рукаву. Давайте на рукав посмотрим. Для рукавчиков сюда я затем ниточку вот так, такую
специальную силиконовую вставила, чтобы вот так вот она у меня резиночка была не туго, но довольно приятно, чтобы, ну, сами знаете, для чего это делается. Рукавчик, чтобы хорошо держал форму. Сейчас очень модно стало с напуском делать, да, вот, и, в общем, вот эта резиночка выскочила, так что имейте в виду. Здесь я ее потом, значит, ее можно с самого начала ввязывать, в принципе, но я потом ее легко отрегулировать, ниточкой ее сюда вшивала, уже в самом конце сборки. У рукава у нас с вами тоже есть своя выкройка. Длина рукава у меня также начинается, в принципе, с планки, да, и дальше я 48 сантиметров еще в высоту вязала. И это 96 рядов. 48 умножаете на вертикальную плотность 2 ряда и получаем 96 рядов. Прибавкой у нас, значит, каким образом? 43 петли я набирала на планку, вязала 3 сантиметра планку. В последнем изнаночном ряду рукава 10 петель прибавила, получилось 53 петли. И в самой широкой части рукава надо, чтобы было 81 петля, потому что у нас 48 сантиметров. То есть, видите, глубина проймы, вернее, высота проймы 24 сантиметра, умножаем на 2, соответственно, должно быть 48 сантиметров. И чтобы посчитать вот это количество петель, которые нам нужно в самой широкой части, я опять-таки беру 48 сантиметров и умножаю на нашу плотность по горизонтали 1,7, получаю 81 петлю. Вот откуда взялась эта цифра. И из 81 петли отнимаю, что по низу, 53 петли. 81 отнять 53. Получаем, что надо всего прибавить 28 петель. У нас 2 скоса, значит 14 петель справа и 14 петель слева. Их надо равномерно прибавить. Вот я пишу. 14 петель надо прибавить в каждом 7-м ряду, откуда взялась цифра 7. Для этого я 96 рядов, то есть высоту нашего рукава от планки, я делю на 14 петель. 96 рядов разделить на 14 петель, которые надо прибавить, получаем 6,8. То есть в каждом 7-м ряду приблизительно шли прибавки. Таким образом прибавилось у нас нужные 24 петли, 28 петель, и все. И мы закрыли одним разом все петли, все 81 петлю. Все. Длину рукава вы, конечно, под себя, девочки, регулируете, поскольку у нас с вами у всех разные, в общем-то, фигура. И я думаю, что это очень важно, правильно поставить свои мерки. В принципе, если у вас средний рост, то вы можете пользоваться моими мерками. Всю основную часть я вам рассказала. Я вам только не рассказала, как у нас узоры распределяются по рукаву. Вот сейчас я это увидела. То есть вот эти 53 петли узора я вот таким образом распределила. Опять-таки для симметрии берем кромочная, изнаночная, одна начинается, одна изнаночная, 4 лицевые, одна изнаночная, 3 раппорта подряд по 15 петель, замыкает все одна кромочная. Всего в сумме это 53 петли. Вот здесь. Дальше. Все петли, которые я прибавляла, я их в узор не вплетала, а делала изнаночную гладь. Видите, да? То есть вот у нас ушел узор, а здесь шла изнаночная гладь. Я вот таким образом решила не мучить себя и не, в общем-то, по-простому сделала. Изнаночная гладь применила. Все. Ну, надеюсь, что мои объяснения стали понятны всем. И я желаю вам удачи. До новых встреч!